Всем привет! Вы на канале Дощаковская Handmade. Меня зовут Мария. И это канал о вязании. Сегодня предлагаю связать со мной вот такую водолазку. Связана она в технике реглан-погон. Сверху, от самого верха вяжется вместе с горловиной и по кругу. Пряжу я использовала носочную. Вот такую вот. И подматывала тонкую ниточку полумериноса. Носочная пряжа 350 метров в 100 граммах. Это 75% меринос и 25% полиамид. И полумеринос, то есть пополам акрил и меринос, 1400 метров в 100 граммах. Но также для этого изделия можно использовать, например, Gazal Baby Wool или Alize Baby Wool. Там, в принципе, похожий метраж. Подматывать что-нибудь или нет, это уже на ваше усмотрение, зависит от плотности вязания. Весит эта водолазка 363 грамма. Моя плотность в лицевой глади 22 петли и 31 ряд, в квадрате 10 на 10 сантиметров. Спицы понадобятся номер 3, это для основного полотна, и для резинки по низу, а для манжетов и горловины 2,5. Нужно будет короткие, длинные для манжетов, чтобы вязать Magic Loop'ом, и номер 3 тоже разной длины. В принципе, самые короткие не понадобятся, а от 60 и больше. Вот. Размеры. Это изделие подойдет на размеры 44-46. Мой обхват груди 88 сантиметров. Ширина водолазки в районе груди вот тут 45 сантиметров. Длина от начала горловины и до самого низа 51,5 сантиметра. Высота горловины стоечки 13,5 сантиметров. Длина погона вот этого вот до рукава 8 сантиметров, а ширина 5,5 сантиметров. Высота проймы от погона вот этого уголочка и до подреза 17 сантиметров. Сам подрез, ширина подреза 5 сантиметров. Длина рукава от подреза 51 сантиметр. Длина тела от подреза 36 сантиметров. И ширина рукава вот тут вот в самой широкой части, в районе подреза, 15,5 сантиметров. Это все, конечно, относительно, потому что изделие очень тянется. И в принципе, налезет, наверное, на разные размеры. Как поменьше и чуть-чуть побольше. Вот. Далее будет фото и видео водолазки на мне. И начнем вязать. Итак, начинаем вязать. Берем нитку по длине где-то метр и начинаем делать итальянский набор. Первую петельку мы делаем как на крючок. Так вот заворачиваем и поддеваем, вот так вот завязываем. Это будет первая петля. А теперь непосредственно сам
итальянский набор. Первая петля лицевая, следующая изнаночная. Вот таким вот образом набираем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь, чтобы у нас не перекрутилось, возьмем маркер и отметим вот эту первую петлю. Потом, когда будем набирать, нужно следить, чтобы эта петля не перекрутилась. Вот, чтобы с этой стороны спицы был маркер. Так, что у нас тут? Я распущу. Значит, набираем 112 петель. Так, это изнаночная, лицевая. И вот таким вот образом набираем. И смотрим, чтобы маркер не перекрутился, а был с этой стороны спицы. Потом, если здесь перекрутится, то ничего страшного. Нам главное, чтобы начало и конец были в правильном положении. Изнаночная, лицевая. И таким образом набираем 112. Я еще покажу в конце, как закончить 112 петлю. Так, набрала 110, лицевая, изнаночная, это 111. И последнюю мы делаем, как обычно, обычный набор. Вот так. Чтобы зафиксировать. И теперь вяжем по кругу. Ой. Смотрим, где наш маркер. Вот, чтобы он был внизу. Таким образом у нас будет все ровненько и не перекручено. Так, последняя у нас была лицевая петля. Значит, вяжем. Первая у нас будет изнаночная. Вот это с маркером. А значит, в этом ряду, так как мы будем вязать полой резинкой, в этом ряду провязываем все изнаночные петли, а лицевые снимаем. Так. Поддеваем. С маркером не очень удобно. Есть. Так, первая изнаночная. Мы провязываем, лицевую снимаем. Нить за работой. Так, изнаночную провязываем, лицевую снимаем. И таким образом вяжем первый ряд. Так, изнаночную провязываем, лицевую снимаем и нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Вяжем так до конца ряда.
Так, довязала я первый ряд, вернее, тут еще одна петля лицевая. И в следующем ряду снимаем изнаночные, а лицевые провязываем. Изнаночную снимаем, та, которая у нас была первая, а лицевые провязываем. Изнаночные снимаем нить перед работой, лицевые провязываем. И таким образом вяжем второй ряд, а далее третий и четвертый повторяем действия первого и второго. И получится 4 ряда полой резинки, 1 на 1. После этого уже будем переходить на резинку 2 на 2. Итак, изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Все просто. Вяжем 4 ряда самостоятельно. И увидимся после этого. Итак, полая резинка готова. 4 ряда. Помним, да, в первом ряду изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Во втором наоборот, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И потом повторяем в третьем и в четвертом ряду так же само. И таким образом получилась вот такая вот резиночка, наш край. И теперь нужно перейти на резинку 2 на 2. Как мы будем это делать? Нужно будет менять местами петли. У нас первая изнаночная, так ее и провязываем. Далее провязываем одну лицевую. Вот эти нужно поменять местами. Заводим спицу с лицевой, вот так вот, и переставляем. Провязываем 2 лицевых. Вот это вторая. Теперь у нас 2 изнаночных подряд. Также провязываем. Провязываем опять одну лицевую. А эти меняем местами. И вяжем таким образом. Получается резинка 2 на 2. Опять одну лицевую. Следующую меняем местами. Так, 2 лицевых и 2 изнаночных. Далее опять одна лицевая. Следующие 2 меняем местами. Провязываем 2 лицевых и 2 изнаночных. Я думаю, тут все понятно. Вяжем так до конца ряда. И далее уже просто резинку вяжем нужной длины. Какой длины у нас будет наше горлышко водолазки. И уже там и увидимся. Итак, связали мы горлышко. У меня получилось от полой резинки 40 рядов. Всего горловина 12,5 сантиметров. Я думаю, что это индивидуально для каждого. Кому-то нужно длиннее, кому-то короче. Зависит от анатомии, а также от каких-то своих предпочтений. Кому-то нравится высокое горлышко, кому-то не нравится. Поэтому смотрите, как вам удобней, и вяжите такое расстояние горловины. Я померила, мне такое достаточно. Я буду ее отворачивать вот так. И так буду носить. Так,
Я пересняла уже на спице номер 3. Это 60 сантиметров. Вот так вот оно растягивается. Если основное полотно вот этого горлышка мы вязали на 2,5, то дальше уже основное полотно лицевой гладью вяжем на тройке. И вот такая вот схема. Легла на погона. Начало ряда у нас будет здесь. Вот тут. И будем делать развороты. Сначала в спинке будем делать углубление вот так вот. Потом перейдем на эту сторону. Так же самое углубление делать. И далее пойдем просто вот так вот делать росток. То есть сначала мы делаем углубление по спинке, а потом уже росток. 4 разворота в каждом погоне и по 5 разворотов в полочке. Одновременно с этим мы будем делать прибавки в каждом ряду в погонах. И уже далее, когда пойдут рукава, в каждом втором ряду в рукавах. Ну, там уже будет ясно. Как я распределила петли? По 14 петель на каждый погон, на спинку 34 петли и наперед 50. И начинаем мы вот с этой точки. Для этого нам понадобятся маркеры. Будем отмечать маркерами все наши развороты, чтобы не запутаться. Вот. И начинаем с первого маркера. Вот здесь у нас будет начало ряда и еще погон, конец погона. Первая же у нас тут прибавка идет. Вот таким вот образом делаем накид. В следующем ряду будем провязывать скрещенный накид этот. И первые 2 лицевые петли, вот эти вот, мы провязываем и разворачиваемся. Провязали, делаем разворот. И отметим маркером этот разворот. Есть. Двигаемся в обратную сторону. Так, провязываем скрещенную изнаночную. Вот так. Переснимаем маркер начала ряда. И опять делаем накид. Помним, что в каждом ряду мы делаем прибавки. Какой делаем накид? Смотрим, какой у нас тут. И он должен также повторять вот эту линию прибавок. То есть закидываем вот так вот на спицу с изнаночной стороны. И вяжем дальше 4 петли по схеме, 4 петли погона. С этой стороны вяжем тоже, не забываем, что с этой стороны лицевые были, с этой, значит, изнаночные все. Потому что мы переходим на лицевую гладь. Провязываем вот эти лицевые изнаночными. Провязали 4 петли погона и делаем разворот. Отмечаем маркером. Так. Провязываем погон 4 петли и делаем накид опять такой же, как вот этот, на спицу вот так вот одеваем, а этот провязываем скрещенный лицевой, и они такие будут все в одну сторону смотреть с одной стороны. Так, а мы потеряли наш маркер начала ряда. Я думаю, что можно его уже забрать. Немножко сместился.
Так, провязываем далее по спинке углубление. Дошли до предыдущего разворота, мы его подхватываем вот так вот и провязываем. Так, это первая петля. 1, 1, 2, 3, 3 петли по спинке подхватываем и разворачиваемся опять. Цепляем опять маркер, провязываем вторую точку разворота по спинке. Тут все изнаночные. Так, дошли до накида, провязываем изнаночную скрещенную и делаем еще один накид. Теперь петли погона. 4, провязываем нашу обернутую петлю. Вот она. Надеваем на спицу и провязываем вместе. Это первая. Далее у нас тут вторая точка, это 5 петель, значит, это первая была, вторая, третья. Помним, что лицевые вяжем изнаночными с другой стороны. Третья, четвертая и пятая. Так, есть 5 петель и разворачиваемся. Цепляем маркер. Провязываем петли погона. Провязали погон и теперь опять накид. В каждом ряду делаем накид. А предыдущий накид провязываем скрещенной петлей. И вот так вот они будут все смотреть в одну сторону. Это с этой стороны. С другой стороны будет в другую сторону. Так, и последний разворот с этой стороны спинки. Нужно подхватить еще 4 петельки. Далее мы пойдем уже на другую сторону, вот сюда. Так, вяжем. Снимаем маркер, провязываем обернутую петлю. 1, 2, 3, 4 и разворачиваемся. Разворачиваемся и опять будем делать поворот в погоне. Так, дошли до накида, изнаночная скрещенная и опять накид. И они все вот так вот делают, как будто бы линию
один накид и вяжем петли погона. У нас тут следующая точка, это вот тут вот 3 петли подхватываем и разворачиваемся. Так, снимаем маркер и провязываем обернутую петлю. Накидываем на спицу и вместе 2. Раз, 2, 3, 3. Есть. И оборачиваем. Теперь будем вязать до следующего погона. То есть нужно посчитать 34 петли спинки. Нужно найти вот отсюда, где эта петля, самая первая. Вот она. И от нее отсчитывать 34 петли. Потому что вот это все то, что мы вязали после накидов. Это все у нас прибавилось. Так, сейчас будем считать. Так, дошли мы до конца погона. Делаем накид. Этот провязываем скрещенный лицевой. И смотрим, где у нас первая петля наша в спинке. Так, вот. Получается, у нас тут 7 петелек мы уже прибавили, успели за эти развороты. И теперь отсчитываем 34 петли и вяжем следующий погон. Тридцать 34 есть. И делаем накид уже в эту сторону. Вяжем 4 петли погона и делаем развороты. Вот так. Туда-сюда. Так, сделали накид. 4 петли. 2, 3, 4. И разворачиваемся. Тут внимательно. Тут мы сразу делаем накид, а потом уже будем провязывать этот. Делаем такой аналогичный, как здесь. Смотрим внимательно и таким же образом накидываем.
А этот провязываем изнаночной скрещенной. Так, здесь мы отсчитываем 2 петли и разворачиваемся. 1, 2 и оборачиваем петлю. Так, сделали одну точку здесь разворота и здесь. Теперь идем сюда, потом 3, потом опять 3, 4 и подхватим последние петли погона и пойдем уже вот так сюда, к этой двойке. И таким образом будем двигаться. С этой стороны тоже провязываем накиды, когда уже сюда дойдем. Так, развернулись и вяжем. Накид вяжем скрещенной лицевой и делаем еще один. Провязываем петли погона, обернутую петлю, это 1, 2, 3, 4, 5 и разворачиваемся. Кто уже понял, разобрался, как вязать, можно просто заскринить себе схему и вязать. А я еще немножко тут провяжу. Так. Вяжем петли погона сначала. Вот, дошли мы, здесь у нас внимательно, у нас накид перескочил через петлю, его нужно поправить, вот он. И прежде чем его провязывать, делаем еще накид. Теперь провязываем. И вяжем петли спинки до второй точки разворота. Так, обернутая петля, накидываем на спицу, провязываем вместе 2. 1, 2, 3 и разворачиваемся. Так, накид провязываем скрещенным и делаем новый накид. Я думаю, понятно, что с каждой стороны по-своему накиды ложатся. Если здесь в эту сторону, то здесь в другую. И они должны быть симметричны. Когда мы будем полностью вязать погоны, будут они симметричные. Так, еще чуть-чуть провяжем и далее уже самостоятельно. Так, вяжем погон, сделали накид. Так, вот дошли до обернутой петли. Провязываем ее таким образом. 1, 2 и 3. Это уже вот
3 петельки мы подхватили. И дальше будем двигаться до последней точки разворота здесь по спинке. А далее уже все просто. Вот таким вот образом будем двигаться. Я думаю, что тут все понятно. Не забываем в каждом ряду провязывать накиды. И встретимся, когда будут провязаны все уже точки разворота. Итак, довязали мы все укороченные ряды. Вот последний у меня был здесь разворот. И я повернулась на лицевую сторону. И теперь можно вязать просто по кругу. Вот последняя обвитая петля, и далее просто вяжем по кругу и делаем накиды в каждом ряду. Давайте довяжу ряд этот до конца. Так, здесь провязываем лицевую скрещенную и делаем накид. Петли погона. И это будет конец вот здесь вот ряда. Вот мы отмечали маркером. Какое-то время будет просто вязание по кругу. И будем повторять одни и те же действия, просто в погонах прибавки в каждом ряду. И вяжем так, пока... Вот я отметила маркером первый ряд. Это полочка вперед. Здесь по спинке у нас погон длиннее. Вот как это выглядит с изнанки. Вяжем так по кругу, чтобы здесь по лицевой стороне, по передней стороне было у нас 16 рядов. Отсчитаем потом 16 рядов. И после этого начнем уже делать прибавки для рукавов. Значит, здесь у меня, давайте посчитаем сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня здесь 11 рядов. А мы вяжем, чтобы было 16. Итак, провязали мы здесь вот по переду 16 рядов по передней части погона. И довязали ряд до конца. Вот конец погона, это у нас конец ряда. В следующем ряду как мы действуем? Мы провязываем накиды, но новые не делаем. Просто ряд вяжем без накидов. И уже в следующем будем делать прибавки в каждом втором ряду уже со стороны рукава. Да, я перешла на леску подлиннее, где-то 80 сантиметров приблизительно. Вот такой вот получается погон по полочке. Это, конечно, все индивидуально. У кого-то плечи могут быть больше. В любом случае можно примерить и посмотреть. А для меня как раз вот такой вот оптимальный размер длины погона. Итак, вяжем ряд просто. Все провязываем накиды, но новые не делаем в погонах. И начинаем с первого. Довязываем ряд до конца и далее будем делать прибавки в рукавах. Итак, довязали ряд без прибавок.
И теперь будем делать прибавки в рукавах. Точно так же будем делать накиды, только они будут смотреть в другую сторону. Если для погонов мы делали в эту сторону накид, то чтобы была красивая линия и было понятно, что это рукав, мы будем делать в другую сторону. Вот так. Это слева от погона. И потом еще будет в другую сторону справа. И вяжем так в каждом втором ряду прибавки. Навязываем до второго погона петли, и я покажу, как делать с этой стороны накид. Довязываю петли по спинке. Вот, и делаю накид в эту сторону. Вот так. Это получается по спинке. В эту сторону. И в каждом втором ряду делаем прибавки в виде накидов. И провязываем их также скрещенными лицевыми. Вяжем петли погона. И делаем опять накид. Вот так. Теперь будем вывязывать окат рукава. Вот. Где-то сантиметров 5 провяжем. Там посмотрим. И потом уже будем делать прибавки одновременно и в теле, и в рукаве. Итак, довязали мы до места, где уже нужно делать прибавки и в теле, и в рукаве. Вот так вот выглядят прибавки. Здесь от погона 37 рядов и 18 прибавок в рукаве. И теперь нужно делать прибавки с двух сторон, то есть и в рукаве одну, и сразу же в теле одну. И так же само будем в каждом втором ряду делать прибавки. Значит, вот как это все выглядит. Погон и окат рукава. И далее будем расширять еще и по телу. Вяжем такие же прибавки, как и были в рукаве, и сейчас будут симметричные в теле. Так, 2 лицевые провязываем и делаем симметричную прибавку в тело. Что-то похоже на регланные линии. И вяжем до следующих прибавок. Дошли до следующего места второй стороны. И здесь, не доходя 2 лицевые петли, делаем тоже прибавку. 2 лицевые и прибавка в рукаве. Теперь вяжем петли рукава. И далее аналогично делаем прибавки. А в каждом втором ряду просто провязываем их лицевыми скрещенными. И таких прибавок парных будем делать 6 раз, то есть 12 рядов. И там увидимся. Провязали наши 12 рядов.
парными прибавками. Вот. Прибавки в рукаве и прибавки по телу. И теперь будем разделять на тело и рукава, чтобы вязать уже тело отдельно. Будем переснимать на нитку рукава с помощью иголки. Для этого нам нужно провязать сначала вот спинку, и потом будем переснимать рукав. Потом провяжем вперед и переснимем второй рукав. Здесь уже без прибавок вяжем, просто лицевой гладью. Довязываем до рукава второго. Эти петли тоже в тело. Все. Теперь нужно будет сделать подрез. Но сначала переснимаем петли на нитку. Берем иголку и какую-то бросовую нить. У меня это тонкий хлопок. Нить должна быть желательно без ворса, чтобы хорошо скользила и не сваливалась вместе с вязанием. Так, набрали и обрезаем. Берем достаточное такое количество, вернее, длину ниточки, чтобы кончики были длинные. И переснимаем на иголку, как, в принципе, и на спицу. Все просто. Аккуратно смотрим, чтобы спица не соскочила. И последняя петелька рукава. Все. Вытягиваем иголку. Так, вытянули нитку. И теперь делаем подрез. Подрез я тоже набираю с помощью бросовой нитки и крючка. Делаю 9 воздушных петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обрезаем. И вот эту 9-ю мы вытягиваем. Вот такая вот цепочка получилась. И мы теперь будем одевать эту цепочку на спицу. На вот эту. То есть вот эта спица у нас с ниткой, а на вот эту будем одевать вот наша цепочка. Мы вот эти штучки будем одевать.
перемычки такие. Так, давайте пересчитаем. Так, 9. Все правильно. И теперь будем вязать по вот этим вот таким петелькам, которые у нас получились. Подцепляем и вяжем лицевые петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Подтягиваем нитки. И теперь вяжем полочку. Вот это у нас спинка, это уже полочка и переснятый рукав на нитку. Потом мы вот эти вот хвостики завяжем, чтобы у нас не распускалось. Завяжем вот с этими кончиками. И вяжем теперь вперед. Так, нитку потеряла. Вот. Вяжем петли переда. И когда дойдем до второго рукава, переснимем также аналогично и сделаем подрез. Так, пересняли второй рукав, сделали второй подрез и замкнули вязание в круг. Теперь будем вязать тело по кругу. Вот. 15 рядов. И будем делать по бокам прибавки. Я так планирую в каждом 15 ряду. Там посмотрим. Покажу еще, как делать прибавки. Ну, а далее будем вязать до резинки самостоятельно. Итак, небольшая поправка. Делаем прибавки по бокам не в каждом 15, а в каждом 20 ряду. Отмечаем маркером центральную петлю. Вот если подрез у нас 9 петель, то это 5-я. И от нее еще по одной петле, и там делаем прибавки. Сейчас покажу как. Значит, вот эта центральная петля идет сюда. Вот она. Отметим ее тоже, чтобы не сбиться. Так. Вот. Отмечаем. И делаем в каждом 20 ряду от подреза парные прибавки. Довязываем до маркера. Вот эти 3 петли, по бокам от них делаем прибавки. Ничего сложного, как мы и делали уже прибавки, делаем такие же точно, просто симметричные. С одной стороны такой накид, провязываем 3 петли, и в другую сторону накид. Вот. И с другой стороны делаем аналогичные прибавки. И
И вяжем дальше. В следующем ряду провязываем, как обычно, лицевыми скрещенными. Вот как здесь. Итак, лицевой гладью тело я уже довязала, сколько мне нужно. Давайте посчитаем. Значит, я делала прибавки по бокам в каждом 20-м ряду от подреза. И всего получается у меня 1, 2, 3, 4 прибавки парные. И от последней прибавки я провязала еще 10 рядов. Вот этот маркер, это маркер начала ряда. Как мы считаем, где начало ряда? От самого начала. Вот ниточка. Здесь у нас начало ряда. И вот таким вот образом я проследила вот эту вот петлю до сюда. И тут мы будем начинать отсчитывать ряды резинки 2 на 2. Довязываем до начала ряда. И теперь будем вязать резинкой 2 на 2. Спицы я не меняю. Также вяжу на тройке. Я не хочу, чтобы низ сильно у меня стягивался, так как эта пряжа очень хорошо держит резинку. Поэтому я не хочу уменьшать размер спиц. Ну, а тут все просто. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем резинку. А потом я покажу, как переставить петли для полой резинки и закроем резинку иглой. Итак, провязали мы резинку 5 сантиметров, у меня 15 рядов, приблизительно 5 сантиметров. Вот. И теперь нужно будет провязать 4 ряда полой резинки. Но для этого нужно переставить петельки таким образом, чтобы была поочередно лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Поэтому этот ряд мы не вяжем, а просто переставляем петельки. Лицевая, а здесь меняем. Изнаночная и лицевая. Далее опять у нас изнаночная, лицевая. И вот эти две меняем местами. Так. И таким образом переставляем все петли в ряду. И вот так вот они выглядят. И делаем так до конца ряда, чтобы все петли шли у нас так, как надо. Так, переставили петли так, как нам нужно. И теперь 4 ряда полой резинки. Это мы уже помним, как вязать. Мы вязали в начале, после итальянского наборного края. Только здесь будем в первом ряду провязывать лицевые, изнаночные снимать, а уже во втором будем провязывать изнаночные и лицевые снимать. Итак, вяжем первый ряд. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Смотрим внимательно, чтобы тут не перекрутилось, потому что когда мы переставляли, могли как-то неправильно одеть петлю на спицу, чтобы все они были не перекрещенные. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так вяжем весь первый ряд.
теперь второй, в котором мы снимаем лицевые, а изнаночные провязываем. Лицевую снимаем. Так, изнаночную провязываем. Сильно не затягиваем нитку. Вот это место, где петля снимается, здесь должно быть для нее место, поэтому нитка должна быть достаточной тут длины. Иначе у нас этот край сильно будет стянут и не будет таким эластичным. Поэтому сильно не затягиваем. Так, изнаночные провязываем, лицевые снимаем. Изнаночные провязываем, лицевые снимаем. Вяжем так второй ряд, а третий и четвертый мы повторяем действия предыдущих двух. То есть в третьем ряду будем провязывать лицевые петли, изнаночные снимать, а в четвертом будем провязывать изнаночные, а лицевые снимать. Провязали 4 ряда полой резинки. И теперь будем закрывать край иглой. Берем иглу и нужно обрезать нитку. Отмеряем нитку чуть больше 3 длин самого вязания. То есть берем ниточку и так вот примерно прикладываем. Три раза отмеряем. И еще кончик. Есть. Вставляем иголку, вернее нитку в иголку. Получается длинная. Нужно будет долго тянуть. И теперь начинаем. Первая петля у нас лицевая на спице. И вставляем иголку таким вот образом на себя. Снимаем. Вытягиваем нитку. И теперь снимаем с этой спицы предыдущую изнаночную и вместе со следующей изнаночной. Каким образом? Вставляем вот так вот. Вот. Изнаночная вот таким вот образом вставляем. Чтобы она у нас была не перекрещенная. Вот так. И со следующей соединяем. Так. Сшиваем их вместе. Так, все, эту спицу можно вытянуть, чтобы она нам не мешала. И далее сшиваем 2 лицевые. Вот эта петелька, которая была первая, находим ее и со следующей лицевой вот таким же образом сшиваем вместе. Они должны передними стенками друг к другу прижиматься. Так, теперь находим изнаночную. Так, фокус теряется. Подтягиваем нитку, которая у нас вот это вот в иголке. И вытягивается вот эта вот петелька, которая нам нужна.
И сшиваем ее с изнаночной следующей. Получается, эти петельки друг к другу задними стенками прижимаются. Вот так. А если посмотреть с изнанки, то таким же передними стенками, как и здесь. Я вяжу бабушкиными петлями, потому у меня петли тут расположены как надо. Если кто вяжет классикой, то следите, чтобы лицевые были передними стенками друг к другу, а изнаночные задними. Так, лицевые, изнаночные соединили, теперь лицевые. Я немножко тут прошью в начале и потом еще покажу в конце. Так, находим нашу лицевую петельку. Если где-то потеряли, смотрим вот с этой, она должна быть вместе. Или же подтягиваем нитку, которую шьем, и тогда сразу будет понятно, что это за петля. Вот она. Вставляем иголку таким вот образом. А здесь на себя. Здесь от себя, а здесь на себя получается. Чтобы они были симметричны друг к другу. Подтягиваем нитку и сшиваем. Так, теперь изнаночные. Можно опять подтянуть ниточку, чтобы найти эту петлю. Так. И со следующей изнаночной сшиваем. Все легко. 2 лицевые сшиваем, 2 изнаночные. И так чередуем. Теперь лицевые. Что у нас получается? Вот так вот получается. Давайте еще немножко прошью. Так, вот эта петля. Вот она. Сшиваем. И теперь лицевые. Так, я думаю, тут все понятно. Еще покажу, как в конце соединить здесь. Далее самостоятельно. Итак, дошиваю я до конца уже. Еще осталось несколько петель. Так, изнаночный. Лицевые. И дальше так же самое. У нас лицевые, теперь изнаночные находим, чтобы соединить вот этот вот промежуток. Вот изнаночная, и следующую ищем. Вот
Вот она. Поддеваем ее вот эту дужку. И сшиваем. И теперь еще раз лицевые, чтобы было все аккуратно, красиво так. И лицевая, вот она. Они как бы вместе расположены. И их тоже прошиваем. Все. Осталось спрятать кончик нити. И можно приступать к рукавам. Итак, для того, чтобы начать вязать рукав, вот один я уже связала, берем нашу пройму и вот такие вот коротенькие спицы 3 миллиметра, и будем сейчас поднимать петельки по пройме, по подрезу и по снятым петлям. Значит, подрез у нас 9 петель, если в эту сторону, а если в эту, то получается 10. Нужно отсчитать. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитали 5. И теперь вот шестая петля. 6, 7, 8, 9 и 10. Получается с этой стороны 10 петель. Поэтому 5 петель на одну сторону и 5 петель на другую. И начинаем поднимать петли за вот эту вот левую дужку. Ну или за правую, смотря каким способом вы вяжете. В принципе, потом мы все равно поставим петли так, как надо. Просто вяжем, берем за одну одинаковую дужку, чтобы было удобно. Чтобы все петли стояли в одну сторону. Так, 4 и вот 5-я. Это петли подреза. Далее сразу поднимаем отсюда, вот где наша нитка. Потом вот эту вот дырочку мы спрячем. Так, подтягиваем нитку, чтобы петли вылезли. Это если у вас на нитке. Если на каком-нибудь тросике, то, конечно, удобней. Петли не прячутся. Так, первая петля рукава. И вот таким вот образом поднимаем все, переснимаем на спицу. Когда дойдем до сюда, вернемся, то снимем эти нитки. Так, почти пересняли петли. Теперь еще остались 5 петель подреза. Так. Находим самые верхние петли, вот эти. Все. Есть. Теперь можно забирать нитку. Вот эти узелочки просто срезаем. И с этой стороны тоже. И теперь снимаем вот эту нитку, которая здесь на спицах есть. И распускаем цепочку вот эту, которую мы вязали крючком. Просто тянем так вот, и она распускается. Все. И теперь можно приступать к вывязыванию рукава. Так, чтобы не мешало. Берем нитку. И сейчас будем закрывать вот эти вот места, где у нас дырки. Получается, это будет первая петля, вот эта вот серединка подреза. И тут мы будем отмечать
каждый раз с начала ряда. Возьмем маркер и оденем на эту петлю. Вот так. И тут у нас будет начало ряда. Четыре, пять петель подреза. И здесь у нас вот такое вот место. Возьмем вот эту ниточку и вот эту. И вместе провяжем их. Лучше всего это делать скрещенной петлей. Вот так. Все, теперь дырочки у нас не будет здесь. И вяжем до следующей дырочки. Все петли рукава. Там сделаем аналогично. Итак, доходим до места, где будем прятать дырку. Вот одна нитка поднимается, и вот поднимем еще. И так же самое провяжем скрещенным способом. Все. И довязываем 5 петель подреза. Один ряд готов. Вяжем так 8 рядов и будем делать первую убавку. Я почти довязала 8 ряд. Если считать от маркера, то здесь 8 рядов, по этой стороне 7, так как ряд еще не закончен. Берем 2 центральные петли, вот это где у нас маркер, и справа еще одна, и от них будем делать симметрично убавки. Поэтому вот здесь как бы в 7 ряду, а здесь в 8. Но далее они будут идти уже одинаково, потому что мы вяжем по спирали. Так, одна убавка, потом провязываем 2 центральные петли и делаем вторую убавку. Вот так вот будут выглядеть убавки. Первая убавка в 8 ряду, далее 2 в каждом 10, еще 2 в каждом 12 и еще 7 убавок в каждом 10 ряду. И после этого провязываем еще 8 рядов и переходим на резинку. Для резинки берем спицы 2,5 и вяжем резинку 18 рядов. Потом переходим на полую резинку, 4 ряда ее, и закрываем иглой. Здесь очень узко, поэтому здесь используем метод Magic Loop, потому что такими спицами уже не получится. Они слишком будут длинные и будет неудобно вязать. Потому что манжеты такие узковатые. Вот. Для того, чтобы вязать узкие манжеты, берем спицы подлиннее. Можно 80, можно метровые. И каким образом вяжем? Значит, одну спицу вытягиваем. И получается вот такие 2 петельки с одной стороны и с другой. Вязание нужно, получается, разделить на 2 части. И вот так вот вяжем. Сначала одну сторону.
Довязали. Одну спицу мы подтягиваем, а вторую вытягиваем. И разворачиваем, и вяжем вторую сторону. Стараемся подтягивать нитку, чтобы тут не было дырочек в этих местах. Когда вяжем первую вот эту петельку, стараемся подтягивать вот эту ниточку, чтобы не было здесь расслабленных петель. Подтягиваем ее. Вот, и таким образом вяжем манжеты. 18 рядов резинки 2 на 2 и потом 4 ряда полой резинки и закрываем иглой, аналогично как мы делали по низу. И все, и останется только постирать, и будет готово. Ну, спрятать кончики еще. Вот водолазка уже готова и постирана. Я спрятала кончики. Вам спасибо, что вязали со мной. Надеюсь, вам было полезно. Всем удачи и до новых встреч!